Всем привет! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Я внезапно вспомнила, что на носу Хэллоуин, и решила что-то сделать к этому событию. Я передаю привет из прошлого, и сейчас, когда я монтирую видео, у нас вечер с 30 на 31. Самое, можно сказать, время Хэллоуина. Я понимаю, многие думают, что это не наш праздник, зачем его отмечать и так далее и тому подобное. Но мне концепция Хэллоуина нравится. Можно нарядиться кем-нибудь и накраситься, сделать смешной или страшный образ и пойти на вечеринку таким персонажем или на тематическую пати. Ну или просто пойти, прогуливаясь, пугать или удивлять прохожих на своем пути. Все началось с эскиза. Выбор сам напрашивался. На тыкву, Хэллоуин же, в общем-то, и привидение. Решила сделать разные тематические серьги. Думаю, лучше сразу вырезать, чтобы ничего не мешало. Давайте пошалим и разбудим своего внутреннего ребенка. Пришиваю кристалл и делаю обшивку по периметру бисером. Периодически прохожусь выборочно по бисеринкам для надежности. Хэллоуин – праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и современной Ирландии. Отмечается каждый год 31 числа, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуют в Западной Европе и Америке. А вы знали, что тыквенный фонарик или светильник Джека, оставленный в Хэллоуин около дома, отпугивает злых духов и прочую нечисть? Поделитесь, а вам нравится Хэллоуин? Оставьте свое мнение в комментариях. Мне будет очень интересно читать ваши комментарии. Теперь пришиваю бусинки в центре. Иногда я примеряю бусинку, чтобы она подходила по размеру в нужном месте. Прижимаю пальчиком и поправляю, чтобы бусинки лежали так, как мне нужно. Стараюсь сделать градиент от светло-оранжевому к ярко-красноватому. Теперь, когда я пришила все бусинки, заполняю пустоты бисером. Также бисеринку можно загнать аккуратненько и под бусину. То же самое я проделываю и с привидением. В центре я пришила кристалл с гальваническим покрытием. Он блистает, как будто у привидешки есть сердце. И тоже заполняю бисером пустоты. Аккуратно приклеиваю к коже и затем положу под пресс, чтобы чутка выровнять поверхность. Мне нравится, когда изнанка вельветовая, приятная на ощупь. Хочу испробовать новое крепление с использованием протектора.
Пришиваю 2 бисерины. Затем захожу в протектор с одной стороны. И 6 бисеринок завожу в протектор с другой стороны. Затем захожу во вторую бисеринку. Хорошо подтягиваю. Теперь пройду через кожу и зайду обратно в эту бисерину. А дальше можно обрабатывать, как обычно, английским способом. Ну вот, детальки готовы. Осталось только повесить на швензы. Швенцы выбрала под серебро. Я решила добавить по жемчужинке снизу. Оранжевую жемчужинку для тыковки и темную жемчужинку для приведения. К сожалению, жемчужину у привидения пришлось снять, ибо серьги получились слишком разные по длине. Вот такие малышки у меня получились. Немного по-детски, но я считаю, что мой внутренний ребенок достоин их. А вы как думаете? Надели бы такое в этот праздник? Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Буду рада снова вас видеть. До новых встреч!